За эту неделю в информационном пространстве появилось сразу несколько важных новостей, которые привлекли к себе внимание. Первая новость – это, конечно, повышение налогов в России. С 2025 года планируют существенно повысить налоги на доходы физических лиц, так называемый НДФЛ, который будет удерживаться с зарплаты больше, чем 200 тысяч рублей в месяц. То есть совокупный доход больше, чем 2,4 миллиона рублей. И это очень дрянная новость. Чем налоги больше, тем бизнесу хуже. И наоборот, если вы хотите подстегнуть экономическую активность в государстве, то вам нужно налоги снижать. Как, например, сделали Арабские Эмираты. Например, физические лица в Арабских Эмиратах, в Дубае, вообще не платят налогов на доходы. То есть они от них просто освобождены. Поэтому туда сейчас кинулись люди со всего мира зарабатывать деньги. Это отличный пример того, как повысить экономическую активность в государстве. Но Россия, конечно, имеет свой путь. И коррумпированные, гадкие чиновники, устроившие войну, решили обобрать россиян и бизнес еще больше, повысив налоги до огромной величины, а заодно и повысив ставку рефинансирования, при которой брать кредиты на развитие бизнеса невыгодно. Поэтому если вы вдруг думали, что у путинского режима закончатся деньги на войну, то этого не будет. Он просто возьмет их с вас. Поэтому любой честный человек в России должен уяснить себе, что отсидеться не получится, что если он не хочет финансировать преступную войну, то нужно идти и активно рушить эту гнилую систему, снижать налоги, увольнять паразитов, чиновников, коррупционеров и прочих кадров, которые составляют балласт, кучу бесполезных руководителей, реформировать ведомства, раздавать людям оружие самообороны вместо сотен тысяч полицейских, реформировать судебную систему, чтобы люди могли сами себя защищать, а всех этих дармоедов отправить на наши бескрайние земли, поднимать целину. В общем, прогрессивная шкала налогообложения – это смерть для развития бизнеса и экономики, потому что у людей теряется всяческая мотивация работать больше и зарабатывать. Если вы хотите развить экономическую систему, налоги наоборот нужно снижать, максимально снижать и делать ровный, одинаковый уровень налогообложения для всех. Просто совсем бедные слои населения, совсем нищие, должны быть полностью освобождены от любых налогов. Вот и все. Не то, что сейчас чиновники выступают, говорят, в обществе, в российском есть запрос на повышение налогов, типа на прогрессивную шкалу, что люди хотят, дескать, чтобы богачи платили больше. Нет. Такого ничего нету. В обществе есть запрос, чтобы ворюк всех уничтожить. Вот на это действительно есть запрос. Есть запрос на отбор у всяких наворовавших олигархов их незаконно полученных активов. Это есть запрос, а не на прогрессивную шкалу налогов. Я еще заметил, что у многих появилось убеждение, что если они не будут платить за коммунальные услуги, будут копить долг, то этим они типа помогут Украине против России. Ну, мол, они не будут спонсировать войну. Ничего подобного. Если вы не заплатите за коммуналку, это государство все равно у вас заберет эти деньги. Просто через повышение налогов. Причем даже эти налоги будете платить не вы, а ваш работодатель. То есть вы просто недополучите деньги. Они пройдут мимо вас. Поэтому активное сопротивление – это не выплата коммунальных платежей. Активное сопротивление – это поход на площадь и снос всей этой прогнившей системы. Еще активное сопротивление – это подписаться на оппозиционные политические каналы, типа генерал СВР или Валерий Соловей, которые активно ведут деятельность по разрушению этой системы. Читать то, что они пишут, и доносить по мере возможности эту информацию до других. Это минимальное то, что каждый из вас может сделать. Вторая новость, которая привлекла лично мое внимание на этой неделе. В штате Нью-Мексико разбился новый американский самолет F-35 сразу после взлета. Отвлечемся немножко от России, потому что там тоже происходят вещи, которые мне очень не нравятся. Вообще современная американская система, она пошла по какому-то неправильному пути. Они начали пиарить негров, геев, сексуальные меньшинства и всячески их силой продавливать на вершину власти. То есть навязывать людям эти болезненные идеи. Если брать всякие ЛГБТ-сообщества, то у этих людей просто нарушена психика. Если брать афроамериканское сообщество, то черные в Америке больше настроены на то, чтобы не работать, а паразитировать на трудах работы белого населения. Не получать образование, а заниматься криминалом.
не покупать недвижимость, а жить на улице. Это очень недисциплинированные люди, которые склонны скорее к праздному образу жизни, чем к работе. Но очень громко, постоянно чего-то себе требуют. Требуют, манипулируют другими, пытаются получить то, что они не заработали и не заслужили. И леваки, демократы в Соединенных Штатах сейчас умышленно продвигают всю эту заразу. Движение БЛМ, различные консультации с меньшинствами, когда снимают голливудские фильмы. То есть уже стало невозможно сделать фильм в Америке, чтобы там не было определенного количества негров или геев, или иных представителей сексуальных меньшинств, или каких-либо еще. То есть они убивают настоящую, живую, правильную жизнь, и вот этих больных людей насильно впихивают, всем навязывают. Это полное скотство. И падающий самолет — это как раз последствия такой проводимой политики. Потому что если раньше в компаниях типа Boeing и Lockheed Martin, в компаниях, которые производят американские самолеты, работали белые, умные, грамотные специалисты, когда людей туда отбирали по интеллектуальным качествам, а не по расовым, не по гендерным, тогда эти фирмы процветали. Тогда они были конкурентоспособны, их продукция была качественной и пользовалась спросом. А теперь они привлекли людей, которые не могут, не умеют и не хотят работать, не хотят учиться. Они привлекли людей, которые привыкли паразитировать на плодах работы других людей. И вот эта вся свора пытается собирать там какую-то технику. Получается очень скверно. И так абсолютно во всем. Если раньше мы привыкли к тому, что американские компании это были топ, то есть все люди стремились поехать работать в Америку, сделать бизнес в Америке. Американская продукция, как компьютеры, так и техника, и оружие, и все подряд, оно ценилось. Это был определенный знак качества. То теперь это поменялось полностью на противоположность. Потому что теперь в Америке вместо умных специалистов, которые туда стекались со всего мира, они впихивают меньшинство везде, куда могут. И эти люди работают, делают полностью некачественно. А все это происходит потому, что жадные и алчные американские чиновники заинтересованы в том, чтобы удержать власть любой ценой. А проще всего ее удержать, играя на настроениях, любящих паразитировать масс, устраивать показушность, изображать заботу о стране, хотя в действительности их действия – это полная противоположность. Их ведь не заботит Америка, их заботит только личное обогащение. Это как раз такая ирония, сколько разговоров было минувшие десятилетия о том, что вот великая американская мечта, что люди приехали туда специально, чтобы быть авангардом на всей планете, чтобы вести за собой все народы, показывать, что Америка это лучшее, что случалось с человечеством, что вот свобода, там свобода слова, свобода вероисповедания, свобода всего чего угодно, свобода демократии. А по сути получилось то, что они озабочены только личным обогащением и деньгами, и больше их ничего не волнует. Вот и все. И перспективы происходящего в Америке, они очень печальны, если ничего не поменяется. Но это приведет просто к развалу, как экономики, так и государства. Потому что рано или поздно вся вот эта гопша, вся вот эта масса паразитов, которые не способны ничего производить, которые не способны к созидательному труду, а способны только к паразитированию на других, но приведет к тому, что белые люди, они либо уедут, либо просто вымрут, их не останется, они уйдут на пенсию. И останется эта свора бездельников, тунеядцев, тупиц, которые ни на что не способны. И все. А экономический центр планеты переместится куда-нибудь в другое место. Третья новость. В России попробуют создать четвертый аналог YouTube. То есть первые 3 создали, они не запустились. Какие у нас первые были 3? Это Рутюб, ВК, там какое-то еще Mail.ru видео было. Но смысл один и тот же, почему они провалились, все эти проекты. Потому что, в отличие от YouTube, российские проекты предлагали сплошную цензуру. То есть поддержание воровского, коррупционного путинского режима. И создавались скорее с целью распила денег на их создание. Понятное дело, что люди-то в основном не лохи, они хотят получать правдивую, честную информацию. И поэтому все и выбирают YouTube, потому что там можно знать правду, в отличие от низкосортной российской пропаганды. Хотя ВКонтакте раньше, пока его не отобрали у Павла Дурова, был замечательным сервисом. Мне так нравилась эта социальная сеть. Вообще самая удобная, самая любимая, с максимально приятным дизайном. Потом у Павла Дурова ее отобрали и все испортили. А в последние годы и вовсе превратили ВК в какие-то одноклассники. То есть умная, думающая аудитория была там либо забанена за антивоенную деятельность, либо была вынуждена прекратить писать интересные посты, потому что, естественно, люди опасались ответственности
то, что силовики устроят беспредел и людей будут вылавливать, арестовывать, сажать в тюрьмы. А оно так и происходит. Вон следующая новость на Сота Вижн. Девушку, украинку, жительницу Тольятти, отправили в тюрьму, в СИЗО, ей грозит до 22 лет, потому что какой-то негодяй донес на нее о том, что она агитирует людей на вступление в отряд Легион Свободы России. Легион Свободы России — это люди, русские, россияне, которые перешли на сторону Украины и в составе украинской армии сражаются против российской армии, то есть защищают территорию Украины. И вот она где-то познакомилась с этим хмарем, начала с ним вести дискуссии, как-то его, видимо, агитировать, а он оказался доносчиком и засланным агентом. Донес на нее, и эту бедолагу отправили в тюрьму. Таких всех надо выловить после того, как режим падет. Я имею в виду доносчиков, конечно. Поэтому старайтесь в ВКонтакте и в переписках подобными душевными откровениями не делиться с людьми. Потому что очень много доносчиков, очень много агентов путинского режима, которые за подачки, за личную мзду людей сдают. Как оно было в сталинские времена, когда писали миллионы доносов. Так же оно и сейчас. Этот мусор, и он так, к сожалению, и не выветрился из этой страны. Но ничего, надеюсь, мы с ними со всеми разберемся. Рано или поздно. 4-я новость. В Москве в одной из топовых московских больниц умер известный детский педагог, которого заразили сразу 2 инфекциями, а также вымогали с него деньги за медицинское обслуживание. Имеется в виду, что когда человек лежит в больнице и не может встать, допустим, с кровати, то в обязанности медсестер входит то, чтобы они подходили к нему, постоянно проверяли его состояние здоровья, приносили ему таблетки или меняли там утку, или помогли ему переворачиваться, как-то помогали, в общем. А медсестры в российских больницах и в московских, и вообще вся сфера медицины деградировала настолько, что сестринский персонал уже вымогает деньги с людей. Это и раньше было. И раньше они могли показывать хорошие отношения только за доплату, когда им приплачивают. Но сейчас это переросло уже в какой-то полный беспредел. То есть они вообще саботируют выполнение своей работы и работать не хотят никак, пока им не заплатишь дополнительно. То есть полное разложение вообще государственных систем и институтов. Ну, вот это медицинская составляющая. А то, что 2 инфекциями заразили, ну, это ведь не удивительно. Все, кто был в российских больницах, могли видеть, какая там часто происходит антисанитария. Разрушенные всякие стены, потолки, здания с плесенью. Безграмотные, кстати, медсестры, которые вообще никак не учились, которые не квалифицированы, глупы, которые одевают перчатки медицинские, начинают ими трогать там грязные ручки, грязные кровати, грязные предметы. Потом этими же грязными перчатками начинают производить какие-то медицинские манипуляции с людьми, заносят инфекции. Это вообще кошмарный ужас. Эти люди вообще в принципе даже не знакомы с тем, что такое правило асептики. То есть что такое чисто, что такое грязное. Они как свиньи. Вот они в бытовой жизни свиньи, и они в работе медицинской свиньи. То есть просто свиней не надо нанимать в медицину. Должны работать квалифицированные люди, адекватные, умные, а не всякий сброд. Хотя, казалось бы, Москва – крупнейший город России, самый богатый. Ничего подобного. Москва, не Москва, все равно он дядьку заразили инфекцией и тут умер. Полнейшая деградация. 5-я новость по поводу активиста Немцова моста в Москве. Мужика внесли в список террористов и экстремистов. Немцов мост, я объясняю сейчас для тех, кто из других городов. Это мемориал на Большом Москворецком мосту. Он находится прямо возле Кремля, где собор Василия Блаженного. Потому что на этом мосту, на этом месте застрелили Бориса Немцова в 2015 году. И на месте, где его застрелили, люди и его соратники организовали мемориал, который был там почти 10 лет. Там были цветы, фотографии, которые стояли прямо на мосту, на тротуаре. И рядом с этим мемориалом постоянно 10 лет дежурил человек. Ну, это были, конечно, разные люди, они менялись, но просто это был человек, который получал зарплату за то, чтобы он этот мемориал охранял. Потому что путинские прихлебатели, прислужники, они разбивали этот мемориал, совершали вандальные действия, уничтожали цветы, воровали, разносили и разрушали. И этот человек, который рядом с ним дежурил, по сути охранник. И вот эти
путинские, они решили отомстить группе этих людей, охраняющих мемориал. И вот такое страшное наказание им назначили. Посадили их в тюрьму и внесли в список террористов и экстремистов. Просто чтобы запугать людей и мемориал в конечном итоге разрушить. Поскольку это было очень ярким напоминанием и для самих россиян, и для туристов, в том числе иностранных туристов, которые приезжали, о беспределе, который происходит в России, в самом центре Москвы, о чеченском беспределе, что чеченцы вне закона, вне правового поля, что это просто наемники, которые служили Путину, кровожадные наемники, которые выполняли всю самую грязную работу для него. И все это происходит при полном бездействии, попустительстве людей, гражданских в России. Ну и финальная новость этой недели, 6-я, о том, что туристам начали массово отказывать в выезде за рубеж, россиянам. Цепляются по формальным поводам. У кого-то неправильно буква указана в паспорте. Вместо «ё» буква «е» указана. Цепляются к городам, когда местом рождения был город, обозначенный в СССР одним образом. Ну, допустим, человек родился в 80-е, и город назывался на советский манер. А потом Советский Союз распался, город переименовали, и он стал по-другому называться. И вот у человека в паспорте написано одно, старое название, а сейчас город по-другому называется. И вот к этому цепляются пограничники, не пускают людей. Хотя у людей оплачены уже и туры, и поездки, и авиабилеты, и гостиницы. И вот людей прямо в аэропорту останавливают, разворачивают и не дают вылететь. И делают это специально, чтобы людям навредить. Специально, чтобы как можно больше людей отвадить от поездок за границу. Не потому, что они бюрократические правила начали соблюдать, а потому, что это целенаправленная политика патрушевского сейчас уже режима, потому что Путин умер 26 октября 2023 года. Это уже патрушевская политика в том, чтобы как можно меньше людей выпустить за границу, чтобы люди боялись и лишний раз не ехали отдыхать в другие страны и вообще путешествовать. Это совершенно топорные совки, которые сейчас удерживают власть, которые грезят воссозданием СССР в его худшем виде, с тоталитаризмом, тотальным контролем, бесправным, бессловесным населением, то есть просто грезят об обществе рабов. И то, что сейчас людей перестали нормально выпускать за границу, это как раз одно из проявлений такой политики. Поэтому каждый вменяемый человек должен все свои усилия сейчас тратить на то, чтобы этот режим уничтожить. Это были все яркие новости, которые мне запомнились на минувшей неделе. Всем желаю удачи, спасибо за внимание.